Дядя Вова завел Титан. Мы еще до сих пор в этом ручье. Некоторые тут проблемы возникли с переездом этого ручья. Такой достаточно крутой, поэтому... Посмотрите, какая толпа моралов прошла. Вчера в прямом эфире я обещал рассказать про настройку органов управления, про настройку... На улице 22 градуса мороза. Включайся. О, уже 21 стало. 21,9 градуса мороза, но нет ветра. Это хорошо. Ясное небо, солнышко, так что в горах должно быть 15 где-то. Но все равно это неприятно. Подписчики в Инстаграм уже видели, что у меня рука немножко не в форме, скажем так. Вчера я не катался, отдыхал, а вот позавчера, когда у нас была дружеская катка, когда мы катались на полную, я немножко ударился. Давайте посмотрим, как это было. В принципе, штатная ситуация, такое часто бывает, хотя снегоход в деревья я не отпускаю, стараюсь не отпускать и до конца его контролировать. Здесь был такой не надув, а выдув, наоборот, яма, я в нее залетел. В какой момент я ударился рукой, я не понимаю. Вроде просто отпустил, но после того, как все это произошло, я понял, что с рукой что-то не так. Потянул очень сильно указательный палец, видимо, где-то он там за руль или за что-то зацепился. Вот, и я его сильно потянул. Еще день докатал, это было где-то там первой половине дня. День я докатал, все было нормально. В принципе, он там побаливал немного, но я думал, просто ушиб, ничего страшного. Вечером же руку разбарабанило, появилась опухоль. Ночью это все усилилось дело, и с утра было печально, я даже не мог шевелить пальцем, большая опухоль. Вот. Хорошо, у моего друга приехала супруга, она доктор, все осмотрела, пощупала, сказала, что все нормально, прописала курс лечения. Я еще со своим доктором связался, который также все подтвердил. В общем, вчера я лежал на диване, лечил руку, сейчас уже руке гораздо лучше. Опухоль, конечно, есть, но она спала, она небольшая. Так что сегодня мы опять едем кататься. Надеюсь, что все нормально у меня будет. Я буду сегодня в лайтовом режиме. Просто
показывать, смотреть, руководить раскопками, если там кто закопается. Уже сильно жечь, ну, все равно не придется не сильно жечь. Поедем по сложным местам, и там в любом случае нужно будет ехать на уровне, но буду беречься, в общем. Сейчас нужно немного подождать, чтобы солнышко встало, и выехать хотя бы на полчаса попозже, чем мы обычно выезжаем. Иначе в такой мороз замерзнем, пока доедем до гор. Пойдем в гараж. Дядя Вова завел Титан. Видимо, собирается ехать. Кстати, посмотрите, в изморози Титаны. И на улице, я думал, потеплеет. Нифига, 23 градуса. С утра было 22, сейчас, видимо, подул ветер. Так как, вот вы видите, по дыму небольшой, но есть ветерок. И стало 23,4 градуса. Ждал солнышко, пока выйдет. Солнышко вышло, стало холоднее. Отлично. Но мы на полчаса попозже перенесли выезд. Сейчас воевода уже уехал. У нас все уже готово. Парни уже стоят. У меня снегоход на изготове. Сейчас дергаю ручку и уезжаем вдаль. И я думаю, что там, вот там будет солнце и будет тепло. Потому что мы сейчас здесь реально в низине. Вы можете видеть, что даже такое синее все. Это то, что тень. Парни. Все стебутся над тем, что я показываю пальцем. Поехали. Отлично, отлично, отлично. Перепрыгнул через ручеек, посмотрите, все открытое. Мы здесь, кстати, в прошлом году в ноябре катались. В ноябре уже было все засыпано, не было открытой воды. Вот так просто по ручью ехали. А сейчас... Так и было. Так и было.
Слышите, воевода там где-то? Мы тоже, кстати, сегодня зарубились на костерок. Только что-то никто туда не стремится даже поехать. Какие места, посмотрите. Ручей, вот он идет туда, туда, туда. А там дальше Главное, начинается. что резкий перепад температуры на солнце и в тени. В тени сразу чик подмерзает. На солнце выходишь, хочется расстегнуться. Кстати, солнце реально греет. Солнце жарит. Я вот темный комбинезон, сразу чувствуется тепло. А в теньке, вот сейчас мы стоим, тут даже подмерзает. Нос у меня начал подмерзать. Посмотрите, сколько следов. Реально тут ну, все истоптано. Все истоптано вообще, все истоптано. Это моралы. Аморалы. Ладно, сейчас ждем товарищей и дальше едем. Прохладненько. Мы еще до сих пор... Достали. Женя, прием. Мы еще до сих пор в этом ручье. Некоторые тут проблемы возникли с переездом этого ручья. Но не у всех. Вот, поэтому там вот еще в лесу человек стоит. Не знаю, сколько еще здесь пробудем, но воевода там цирк катает весь уже, я вижу отсюда следы. А мы еще здесь. Это для Олега, подбодрим его. Подбадриваем Олега. Чтобы веселей было копать. Воевода через рацию нам транслирует рэпчик. Сейчас я для него песню включу. Давай, мы ждем. А Олег вот там стоит. А это Женин. Там всего немножко проехать, метров 50, наверное, по лесу. Траверсой нужно. Но там угол такой достаточно крутой, поэтому... О, качаем! Да, там с матами песня, поэтому... Дальше-то уже матерки будут. Все, Илюх, спасибо, поднял моральный дух. Прям сильно, спасибо большое. Иногда проще спуститься пешком, чем на снегоходе, чем потом его наверх поднимать. Поэтому качаем ноги, качаем ноги. Так их там двое, оказывается. Вот, их двое. Ой, веселая сегодня катка, прям вообще нормально. Ноги начали, кстати, подмерзать. Надо включить подогрев. Подогрев носков включить. Какая красота здесь. Я на вершине перевала. Воевода там внизу с парнями. Моя группа с другой стороны не может подняться. Поэтому сегодня навряд ли нам удастся вместе пожечь костер. Но наверху здесь солнце так палит вообще. Такая жара. Очень круто. Жаль, конечно, что мы не встретимся. Но я вон вижу их следы. Они внизу там ручеек катают. Там вот внизу. А я с другой стороны. Сейчас там немножко покатаемся, да уже в сторону дома будем пилить. Но тут жарко, реально. Солнце палит, радиация.
сильная в горах. Ладно, поеду. Посмотрите, какая толпа моралов прошла. И там все из Стоктона было. Прямо стадо такое большое. И туда, в сторону горы идут. Через ручей и в гору. Ух. Что-то странный какой-то след. Не могу понять, чей. Если кто знает, напишите в комментариях. Что-то на морали не похоже. К вечеру мороз усилился. Я сейчас стою на вершине. Тут еще освещается солнце, освещается эта вершина солнцем. А внизу, где тень, там уже так холодно, просто капец. Вчера в прямом эфире я обещал рассказать про настройку органов управления, про настройку руля, про настройку газа и тормоза, как правильно. Вернее, как у меня они настроены, и я считаю это правильно. Но все люди индивидуальны, и каждый под себя может совершенно по-другому настраивать. Кто-то вообще газ разворачивает вперед, то есть указательным пальцем газует. Я же использую классическую схему, как идет с завода. Газ под большой палец. Про высоту руля я сегодня не буду говорить. На эту тему будет отдельное видео. Или было, я уже не помню. Но в любом случае, если не было, то будет отдельное видео про проставку руля. Сегодня немножко про другое. Единственное, что нужно сказать про проставку. На снегоходах BRP она должна стоять в одной оси с рулевым валом. То есть не завалено ни вперед, ни назад, а четко в оси, чтобы руль у вас крутился. Вот как раз центр кручения руля должен быть в оси рулевого вала. Если вы сместите вперед, у вас уже сместится немножко эта ось вращения. Поэтому обязательно проверьте, чтобы проставка была в одной оси с рулевым валом. Руль. Сам руль, не проставка, а сам руль, он должен быть, ну, мне так удобнее, немножко развернут вперед. На руле есть шкала в градусах 0, плюс, минус 1, плюс 2, плюс 3. Я разворачиваю всегда где-то примерно в минус 1 ухожу. То есть, для чего это нужно? Если у нас руль развернут вот так, у нас локти прижаты к корпусу, и у нас нет рычага, чтобы повернуть руль. И мы используем энергию своих мышц как бы неэффективно. Нам нужно раздвинуть локти. Кстати, в мотокроссе это одно из самых главных упражнений, когда тренер заставляет своих учеников раздвигать локти, чтобы был больше рычаг, чтобы мы эффективно использовали свою энергию своих мышц. И если идет удар в руль, мы могли амортизировать. Так мы не сможем справиться. И вот как раз, чтобы раздвинуть локти, нам нужно руль немножко развернуть вперед. Соответственно, стойка у нас будет чуть колени подсогнуты, локти разведены в сторону, спина прямая. Вот мы едем. И мы можем спокойно оперировать своим весом, рулить рулем. И даже если мы получаем удары в лыжу, в руль, мы спокойно их амортизируем. Но когда мы развернули руль вперед, то есть мы встали вот в такую вот стойку, развернули руль вперед, у нас получается, если мы оставим тормоз и газ на штатных местах, то есть газ немножко развернут, он как бы в штате стоит немножко вниз, а тормоз стоит прямо. Мы, соответственно, эту руку у нас
эта рука будет немножко изогнута, нам кисть нужно будет разворачивать вверх, а эту кисть наоборот вниз, чтобы дотянуться до газа. Поэтому газ я всегда разворачиваю наверх, вот так вот, чтобы он был примерно в плоскости, чуть-чуть вверх смотрел, чтобы когда мы стоим, когда у нас рука вот так поднята, палец наш спокойно оперировал на этом газе, чтобы вот так вот не тянуться, снизу где-то не газовать, потому что некоторые любят убрать его вниз и так ехать вниз газовать, но у нас стойка другая, мы стоим вверху, и нам нужно, чтобы газ был как раз под пальцем, чтобы мы спокойно им газовали. И газую я вот не кончиком пальца, а вот этой частью. И такая же ситуация с тормозом. То есть тормоз у меня он развернут как бы вниз, чтобы когда я стою и рука у меня сверху вниз идет, под пальцами как раз был тормоз. Вот, можно видеть, что он у меня развернут где-то под 45 градусов вниз. Сейчас поближе покажу. Соответственно, когда я стою в стойке, колени немножко согнуты, спина прямая, локти разведены, и у меня получается руки сверху вниз идут. Под большой палец правой руки у меня стоит газ. Он развернут даже чуть вверх, чтобы как бы газовать сверху вниз, потому что рука вот так всегда идет. И тормоз, соответственно, развернут вниз, чтобы мне снизу вверх его нажимать. Всегда палец лежит, один указательный палец, который у меня сегодня практически не работает, он лежит на тормозе. И вот такая вот стойка, это правильная стойка. Так мы можем спокойно переносить вес тела, рулить рулем и газом газовать, тормозом тормозить. Практически все люди, которые приезжают ко мне в школу на своих снегоходах, у них неправильно настроен тормоз. Тормоз стоит вот так, то есть им нужно вот как бы подсаживаться, руку сюда вниз, чтобы тянуть кисти и тормозить. То есть нужно его чуть вниз развернуть. И газ то же самое. Вот так вниз его разворачиваешь, что снизу вверх газовать. Это неудобно и неэффективно. Сегодня, конечно, солнце палит вообще. На солнце жарко аж. Только в тенек все мороз. Надеюсь, я доходчиво объяснил, как настроены органы управления снегоходом у меня. Как настроен газ, как настроен тормоз, как настроен руль. Для меня это удобные настройки, это удобный сетап, и я на всех своих снегоходах настраиваю именно так. И красавчика, естественно, я настроил именно так. Я еще в будущем хочу немножко занизить проставку, потому что 11 сантиметров для меня это, ну, мне кажется, великовато. Я хочу поставить 7, 7,5, либо 6. Посмотрю, попробую на разных снегоходах, какая удобнее. Я думаю, что в скором времени я себе такую поставлю. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Mm-hmm.